Если вы нам передадите вопросы, мы с коллегами свяжемся и детально ответим на то, что вас интересует. Хорошо, второй вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, обсудил с Джо Байденом новый пакет военной помощи, который в том числе будет включать ракетные системы «Патриот». Также сообщается, что внесенный в Конгресс США проект бюджета на 2023 год предполагает выделение Киева 45 миллиардов долларов. Как Россия оценивает нынешние действия США и как это повлияет на развитие конфликта между Россией и Украиной? Вы знаете, я во вступительной части, в том числе и на этот счет, высказала нашу позицию, но мне кажется, исходя из вашего вопроса, я обратила бы внимание в дополнение к нашей вступительной части, я бы обратила внимание на абсолютно постановочный характер действий Зеленского. Вот это абсолютно игра на публику. Такое ощущение, что ты смотришь, как там было, «Слуга народа 2» или «Слуга народа. Апокалипсис». Вот. Что бывает с людьми, которые скрывают истинные цели, врут своему населению, играют на публику, а потом пытаются выклинчить в виде, как сказал президент России вчера, выступая на коллегии в Минобороне, подачки просто для спасения, тут же, я даже не знаю, спасения чего, себя самих, наверное. Вот и вчерашний визит из этого же рода. Кстати, поездка полностью проплачена Вашингтоном. Побывал Зеленский за океаном на американском правительственном лайнере. Ну, вообще это все было похоже, как будто, знаете, вот того самого диверсанта, которого Штаты закинули на территорию Украины, они на какое-то время вывезли для идеологической прокачки и вернули обратно. Самое фантастическое. Посмотрите у нас в Телеграм-канале. У меня в Телеграм-канале это опубликовалось сегодня. Но это везде разошлось. Это непостижимо и невероятно. Поспред Украины при ООН выложил в своих соцсетях обновленный флаг Украины, то есть его видение того, как он сейчас выглядит. Это американский флаг, раскрашенный в цвет украинского флага, или украинский флаг, сшитый по типу и под образу и подобию флага американского. Ну вот и все. Вот они выразили свое отношение к своему суверенитету и независимости, к своему национальному государству. Вот так они его видят. Американский стяг, раскрашенный просто в цвета стяга украинского. Поэтому вот вам цена незалежности, вот вам ответ на вопрос, кто на самом деле является сейчас президентом Украины. Даже западные обозреватели задавались вопросом, не воспринимают ли в Белом доме Украину в качестве 51-го штата. Настолько дико, апокалиптично и мерзко все это выглядело. Цель визита была предсказуема. Зеленский приехал требовать новой финансовой военной помощи. Да он даже не требовать приехал. Его привезли те, кому эта финансовая помощь в результате и капнет. Те, кому эти деньги потом на условную базу и в военном смысле, и в переносном смысле вернутся. Они его как куклу вытащили туда, показали всем, обратно положили в самолет и отправили. Фантастика. Помощь это была обещана, причем все было обставлено так, чтобы ни у кого в американском конгрессе не возникло сомнений относительно необходимости дальнейшей поддержки киевского режима. Переговоры, ну это вы понимаете, да, ставим в кавычки, в Вашингтоне показали, что ни Украина, ни США не стремятся к миру, они просто настроены на продолжение боевых действий. Вы что-нибудь слышали там о диалоге, переговорах, контактах с Россией, Москвой и так далее? Да нет, конечно. Зеленский вновь публично в хамской манере, он по-другому в принципе не умеет, отозвался о нашей стране. И даже его хозяева такого пока еще себе не позволяли. У них были заходы, попытки, но до такого они еще не дошли. Ну вот, собственно, видимо, сказать Зеленскому нечего, он в состоянии только грубить. Так, есть ли у вас еще вопрос?
Да, третий вопрос, которого вы в ответе коллеги уже коснулись, но, возможно, будут какие-то моменты, которые получится добавить с учетом заявления а, министра обороны Украины Алексея Резникова, который рассказал в эфире национального телемарафона, что Россия может создать в Беларуси ударную группировку мобилизованных, и существует риск новой полномасштабной атаки на Украину со стороны Беларуси. Вот его заявление как можно прокомментировать? Ну, это цель подобных заявлений — выпросить у Запада еще больше денег и оружия на фоне складывающейся военно-политической обстановки в регионе, продолжающегося накачивания Украины западными вооружениями и наращивания военных сил НАТО в Польше и Прибалтике. С октября осуществляется развертывание дополнительных контингентов региональной группировки войск на территории Беларуси, проводятся мероприятия боевого слаживания, соединений и воинских частей, регулярные совместные учения и маневры. Подобные действия носят транспарентный, исключительно оборонительный характер, призванный обеспечить дополнительную безопасность западных рубежей союзного государства. Задача совместной российско-белорусской группировки войск, я еще раз повторю, чтобы не было никаких сомнений. Во-первых, ничего нового, во-вторых, все закреплено и было озвучено ранее. В случае вторжения дать отпор потенциальному противнику. Действующая военная доктрина союзного государства предполагает, что применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на союзное государство в целом. И принятие соответствующих ответных мер в данном случае, как, опять же, только что сказала, остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии.